Как говорят, цивилизация начинается с канализации. Современный человек вряд ли сможет представить себе туалет без белоснежного унитаза со сливным бачком. Но откуда взялось это чудо комфорта? Как же человечество пришло к этому во всех смыслах незаменимому изобретению? История возникновения унитаза и его предков уходит своими корнями в глубокую древность. На побережье Шотландии были найдены древнейшие отхожие места, возраст которых исчисляется 5000-летиями. Ценными историческими находками являются изысканный резной трон-стульчак царицы шумеров Шубат 2600 года до нашей эры, а также унитаз монарха западной династии Хань в Древнем Китае, которому более 2000 лет, и где смыв продуктов жизнедеятельности производился при помощи воды из водопровода, который китайцы изобрели раньше европейцев. У древних египтян за ванной комнатой устраивалась уборная, выбеленная известью. Это был кирпичный ящик с песком, который периодически вычищался. В одном из древнеегипетских погребений в Фивах был обнаружен переносной туалет из дерева, под который ставился глиняный горшок. Греки использовали ночные вазы, обыкновенные горшки. Из летописей можно узнать, что горшки иногда служили оружием в домашних перепалках. Последним средством сломить оппонента было поставить доверху полный горшок посреди стола. В Месопотамии уже в третьем тысячелетии до нашей эры существовали туалеты, соединенные с водостоками, по которым стекали отходы, собираясь в кирпичные канализационные колодцы. В Древнем Риме впервые появились общественные туалеты на улице. Одним из древнейших водостоков является Клоака Максима, построенный в VII-VI веке до нашей эры. По нему все содержимое спускалось в реку Тибр. Сиденье с дыркой размещалось прямо над протокой, таким образом текущая вода постоянно смывала продукты жизнедеятельности. Многие века Клоака Максима оставалась самой совершенной канализационной системой в мире. Интересно, что, как и банные процедуры, посещение туалета для римлян было мероприятием общественным. Сиденья образовывали круг и не разделялись перегородками. За столь важным делом велись разговоры о судьбах империи, а важных клиентов римская знать тащила не в баню, как сейчас, а в туалет. Места хватало для 20 человек. Посещение таких заведений было по карману только очень состоятельным гражданам. Также важным достижением римлян стали подогреваемые сиденья. Решение было простым. Сиденья подогревали рабы, закрепленные за уборной, по очереди пересаживаясь с одного сиденья на другое. С падением Римской империи системы канализации, построенные римлянами на завоеванных территориях, были разрушены. Роль туалета играл обычный горшок, ставившийся под кроватью, содержимое которого выплескивалось прямо на улицу. Специально нанятые люди ходили по улицам и, заметив высунувшегося человека с горшком в руках, выкрикивали «Поберегись!». Улицы утопали в грязи и дерьме настолько, что в распутицу не было никакой возможности пройти по ним. Именно тогда, согласно летописям, во многих немецких городах появились ходули – весенняя обувь горожанина, без которых передвигаться по улицам было практически невозможно. Леонардо да Винчи был настолько потрясен парижским зловонием, что спроектировал специально для короля Франциска I туалет со смывом. Но Леонардо на века опередил свое время, чертежи его туалета так и не воплотились на практике. В те времена среди знати была популярна банкетка с дыркой сверху и вынимающимся изнутри резервуаром. Все сооружение обычно украшалось деревянной резьбой, тканевой драпировкой и позолотой. В 1596 году сэр Джон Харрингтон построил для английской королевы Елизаветы оригинальную ночную вазу, которая мылась на месте водой из подключенного сверху бачка. Отсюда началась история смывной системы. Но поскольку во дворце не было водопровода, то воду к покоям королевы приходилось поднимать ведрами. Правда, во дворце не было и канализации. Еще одним изобретением просвещенных европейских аристократов стали приемы на горшках. Так французский король Людовик XIV во время приемов просто пересаживался на стул из дорогого фарфора с драгоценными камнями, позолотой и изысканными узорами, с отверстием посередине и горшком под ним. Подобным образом проводила приемы и Екатерина Медичи.
А когда ее муж умер, она сменила цвет бархата, обтягивающего стульчак, на черный. Обычные аристократы прямо на балах пользовались горшком, который им подносил слуга. В 1775 году лондонский часовщик Александр Камминг создал первый туалет со сливом. Еще через 3 года другой изобретатель Джозеф Брамах придумал чугунный унитаз и откидную крышку. Вскоре появились фаянсовые унитазы. В 1830 году азиатская холера и брюшной тиф, распространившиеся вместе с испорченными нечистотами водой, забрали жизни многих европейцев. Тут уж правительство решили раскошелиться на канализацию, а вместе с ней и на удобные туалеты. Более всех в унитазостроении прославился Томас Кеппер, придумавший систему «дерни за цепочку», в которой он применил выгнутую сливную трубу с водяным затвором, что оградило туалетную комнату от прямого контакта с канализационной системой. Массовое производство унитазов началось в 1909 году в Испании. Этим благородным делом занялась компания под названием «Унитаз», что в переводе означает «союз и объединение». Сначала их называли гигиеническими керамическими изделиями. Со временем слишком длинное название заменили на короткое «Унитаз» по названию фирмы-производителя. В настоящее время производством и продажей унитазов занимаются сотни фирм по всему миру, и сейчас унитаз есть практически в каждом жилище человека. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.